В 11 часов 30 минут утра 20 сентября 2020 года земля внезапно задрожала под ногами миллионов людей в центральной части Азии. Сила толчка достигала 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в нескольких милях от крупного города, население которого превышало 3 миллиона человек. Пострадавшие районы мгновенно погрузились в хаос. Люди, находившиеся на улицах, начали паниковать. Здания начали трястись, окна трескались и разлетались, а гигантские рекламные щиты падали на землю. Внутри офисов и магазинов сотрудники и покупатели в страхе искали укрытие под столами. Произошел мощный взрыв звука, который оглушал. Тишина, предшествовавшая этому событию, была резкой контрастом с последующим гулом разрушений. В центре города, в районе, где располагались высотные здания, люди врывались на улицы, взывая о помощи. Друзья и родственники пытались позвонить друг другу, но сотовая сеть была перегружена. Некоторые начали отправлять сообщения в социальных сетях, как единственный способ сообщить о своих местонахождениях. Вскоре после толчков в воздухе раздался звук сирен. Машины скорой помощи и пожарных направлялись в эпицентр событий. На севере, в удаленных деревнях, ситуация была не менее критичной. Местные жители, не ожидавшие подобного бедствия, были застигнуты врасплох. Многие из них находились на полях, занимаясь сельскохозяйственными работами. Некоторые из них бросали свою работу и бежали к своим домам, в то время как другие оставались в недоумении, не понимая, что произошло. Селяне сообщали о трещинах в земле, которые возникли за считанные секунды, разрывая их привычный мир. Службы экстренной помощи начали объединять усилия, несмотря на все преграды. Пожарные, полицейские и волонтеры из ближайших городов спешили в пострадавшие районы. По мере того, как минуты превращались в часы, а часы в дни, спасательные работы становились все более проблематичными. На улицах появились обломки, затруднявшие движение. Спасатели использовали тяжелую технику для расчистки завалов и поиска выживших. Первая информация о жертвах начала поступать в середине дня. Число пострадавших росло с каждым часом, и вместе с ним росло и напряжение среди местных властей. Каждый новый отчет подтверждал, что масштабы разрушений превышали самые пессимистичные прогнозы. Несколько зданий полностью обрушились, и в их недрах могли оставаться люди, ожидающие помощи. Система раннего предупреждения, которая могла бы смягчить последствия, не сработала. Местные ученые и исследователи начали выяснять, что произошло. Исследования показывали, что разлом, проходящий в этом районе, был активным, но его активность в последнее время была низкой. В этот момент озадаченные геологи начали собирать данные, чтобы понять, как данное событие могло произойти так внезапно. Мир знал, что необходимо действовать быстро. Тревога, которую вызывало это землетрясение, становилась все более ощутимой. Спасательные операции только начинались, но уже каждый знал, что это лишь начало долгого и трудного пути к восстановлению. Сотни людей оставались в панике, пытаясь связаться с близкими. Многие спешили в местные больницы, которые вскоре заполнились пострадавшими. Скорая помощь работала на пределе возможностей, и врачам приходилось справляться с растущим потоком пациентов. Коридоры были переполнены, а залы ожидания становились местом собраний для людей, ищущих информацию о своих родных. В окрестных деревнях ситуация была еще более критичной. Местные жители, оказавшиеся под завалами, звали на помощь. Соседи, услышав крики, спешили на помощь, но многие также оказались в ловушке. В нескольких деревнях связь полностью отсутствовала, что затрудняло получение информации о жертвах. Спасительные операции в этих районах стали сложной задачей. На окраинах города, в скромных домах, люди начали собираться на улицах. Они создавали временные лагеря, используя мусор для приготовления пищи. Продукты, напитки и предметы первой необходимости становились бесценным ресурсом. Жители объединялись, стараясь поддерживать друг друга в условиях катастрофы. Спасатели продолжали разбирать завалы, но их усилия осложнялись непрекращающимся дождем, начавшимся в первые часы после землетрясения. Экстренные службы начали устанавливать полевые лагеря для эвакуации тех, кто потерял кров. Мобильные туалеты, палатки для временного размещения и медицинские пункты начали появляться на территориях, свободных от обломков. Подход к помощи становился организованным, но неэффективным. Проблемы с логистикой и нехватка ресурсов вызывали недовольство среди пострадавших. Каждый час задержки с доставкой помощи вызывал все большее напряжение. Некоторые жители пытались вернуться в свои дома, но обнаруживали, что они полностью разрушены или непригодны для проживания.
Редкие машины, оставшиеся целыми, выстраивались в длинные очереди, чтобы выехать из города. Местные власти призывали всех оставаться в безопасности и не пытаться возвращаться туда, где они могли оказаться в опасности. В центре города, благодаря помощи волонтеров, начали формироваться группы, ответственные за организацию сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные жители из соседних регионов начали привозить еду, одежду и медикаменты. Параллельно с этим в город стали поступать международные грузы с товарами первой необходимости. Однако, несмотря на все усилия, организовать эффективное распределение оставалось сложной задачей. С каждым часом, когда шок от первого удара начинал утихать, жители сталкивались с новыми трудностями. Чистая вода стала дефицитом. Местные власти начали предупреждать о необходимости соблюдать осторожность, так как последствия землетрясения могли перерасти в эпидемию. Вода из источников могла быть загрязнена, и риск заболеваний возрастал с каждым днем. Ситуация становилась все более напряженной. Город, когда-то наполненный жизнью, медленно превращался в зону бедствия. Каждый новый день приносил новые вызовы, и жители находили в себе силы справляться с ними. Но надежда на скорую помощь таяла с каждым новым отчетом о разрушениях. Время шло, а восстановление становилось все более сложной задачей. На следующий день после землетрясения геологи и сейсмологи начали исследование последствий катастрофы. Они прибыли в пострадавшие районы с целью анализа разлома, который стал причиной разрушительных толчков. Ученые использовали специализированное оборудование для фиксации изменений в структуре Земли вокруг эпицентра. Новые трещины, образовавшиеся в результате толчка, простирались на несколько миль, их ширина варьировалась от нескольких дюймов до нескольких футов. В ходе обследования местности выяснили, что недалеко от разлома проходит старая тектоническая линия, которая ранее считалась неактивной. Местные специалисты отметили, что информация о землетрясениях в этом районе была ограниченной, и многие не ожидали такой силы удара. Они начали собирать данные о предыдущих толчках, чтобы лучше понять, что могло вызвать такую активацию. Тем временем в город начали поступать тревожные новости. Жители сообщали о повторных толчках, которые ощущались в течение следующих 2 дней. Эти подземные удары вызывали панику и страх. И каждый раз, когда земля дрожала, люди вновь выбегали на улицы, опасаясь обрушения зданий. Повторные землетрясения увеличивали количество травмированных и усугубляли ситуацию с медицинской помощью. Обострение ситуации заставило многих жителей покидать город в поисках безопасного места. Автобусные рейсы были переполнены людьми, стремившимися покинуть зону бедствия. В местных изданиях публиковались предупреждения о возможных новых толчках, что еще больше увеличивало недовольство и тревогу граждан. Временно организованные лагеря волонтеров стали местом сбора для тех, кто потерял свои дома. В процессе помощи стало очевидно, что многие из пострадавших нуждаются не только в материальных товарах, но и в психологической поддержке. Психологи начали оказывать помощь, но ее было недостаточно для всех нуждающихся. На фоне общего стресса в городе возникали конфликты за ограниченные ресурсы, такие как еда и питьевая вода. Люди прибегали к крайним мерам, чтобы обеспечить выживание своих семей. Геологи, анализируя сейсмологические данные, пришли к выводу, что необходимы меры по установке современных датчиков и систем мониторинга для предсказания возможных землетрясений в будущем. Однако недостаток ресурсов и финансовых средств ограничивал возможности местных властей. Каждая минута была на счету, как для спасения жизней, так и для предотвращения новых трагедий. В условиях растущего напряжения и страха стало понятно, что разлом, активизировавшийся в результате землетрясения, стал не только геологической, но и социальной проблемой. Жители, испытывающие физические и эмоциональные страдания, нуждались в поддержке и защите, чтобы пережить этот кризис и подготовиться к возможным угрозам в будущем. Напряжение нарастало, и каждый новый отчет о подземных ударах только усиливал страх и неуверенность в завтрашнем дне. Спасательные операции начались рано утром, когда первые лучи солнца осветили руины разрушенных зданий. Работники экстренных служб, волонтеры и местные жители, объединившие усилия, начали разбирать завалы, чтобы найти выживших. Ситуация оставалась критической, и время было на вес золота. Каждый час, проведенный без помощи, увеличивал риск для тех, кто мог оставаться под обломками. Спасатели использовали тяжелую технику для расчистки основных путей, но многие из них сталкивались с небольшими, но разрушительными камнями, создающими преграды.
Громкие звуки от работающих экскаваторов смешивались с криками и призывами о помощи. Люди, оказавшиеся в ловушке, пытались привлечь внимание к своим страданиям, постукивая по металлическим конструкциям. Каждый удачный звук заставлял спасателей спешить в указанном направлении. На некоторых участках работы шли медленно из-за нестабильной конструкции зданий. Спасатели были вынуждены действовать осторожно, чтобы не вызвать дальнейшие обрушения. Обстановка накалялась, когда информация о количестве пострадавших становилась все меньше, а отчеты о погибших увеличивались. Жители, собравшиеся у границ зон бедствия, смотрели с надеждой, но и с тревогой. Каждый новый крик о помощи мог стать последним. На третий день после землетрясения в одном из районов обнаружили группу людей, застрявших под обломками. Спасатели принялись к экстренной операции, чтобы освободить их. В процессе работы над обломками возникли новые трещины, и все работники были вынуждены остановиться. Напряжение возрастало, когда группы спасателей обсуждали, стоит ли продолжать работу в опасной зоне. Каждый сомневающийся взвешивал риски и возможные последствия. Тем временем жители, которые смогли собрать еду и воду, начали делиться с теми, кто находился в лагерях. Параллельно с действиями спасательных групп в центре города организовали сбор гуманитарной помощи. К местным волонтерам присоединились люди из соседних регионов, которые привезли продукты и медикаменты, однако распределение помощи стало настоящим испытанием. На фоне этого возникали конфликты между гражданами, желающими получить необходимые вещи. С каждым днем обстановка становилась все более напряженной. Врачи в медицинских пунктах работали без остановки, но число пострадавших продолжало расти. Спасатели продолжали разбирать завалы, но не все могли справиться с физическим и психологическим стрессом от увиденного. К некоторым группам присоединились психологи, которые пытались помочь людям справиться с шоком. Однако таких специалистов было недостаточно, и многие жертвы не получали необходимую поддержку. Вскоре к спасательным операциям подключились военные и специальные службы. Они обеспечили дополнительную технику и ресурсы для дальнейших поисков. Но даже это не решало основную проблему – нехватку чистой воды и еды. Вызовы поступали со всех концов, а тем временем количество пострадавших продолжало расти, и с каждым днем все четче проявлялась необходимость в организации эффективной системы помощи. Спасательные операции становились испытанием не только физических сил, но и человеческой стойкости. Каждую минуту новая информация о найденных или не найденных живых людях добавляла напряженности в атмосферу. Каждый успешный спасательный случай стал светом в темном тоннеле, но угроза новых толчков продолжала висеть над городом, не давая людям покоя. На пятый день после землетрясения местные власти обнародовали первые официальные данные о жертвах. Более 1000 погибших и десятки тысяч пострадавших. Лишь часть из них была зарегистрирована в медицинских учреждениях, остальные оставались неизвестными, затерянными под завалами. Каждый новый отчет об увеличении числа жертв становился тяжелым бременем для спасателей и волонтеров. В больницах не хватало койко-мест и медикаментов. Врачи работали круглосуточно, пытаясь справиться с наплывом пострадавших. Коридоры были переполнены, некоторые пациенты падали в обморок от боли и усталости. Местные власти призывали всех, кто мог помочь, приходить в больницы и оказывать медицинскую помощь. Однако из-за жары и нехватки воды многие волонтеры также теряли сознание, что создавало дополнительные проблемы. В отдаленных поселках, отрезанных от центральных районов, ситуация складывалась еще более трагично. Спасательные команды не могли добраться до них, и люди оставались без помощи. Деревенские жители начали организовывать собственные поисковые операции, используя подручные средства. Однако без медицинского оборудования и опытных специалистов шансы на спасение были минимальными. Люди, которые пытались добраться до своих родных, не знали, в каком состоянии их близкие. Ситуация усугубилась, когда начались слухи о возможных эпидемиях. Отсутствие чистой воды и санитарии способствовало росту опасений о распространении заболеваний среди пострадавших. Местные власти начали устанавливать временные санитарные зоны, но их было недостаточно. В лагерях, где размещались пострадавшие, начались вспышки кишечных заболеваний, таких как дизентерия и холера. Люди страдали от диареи и обезвоживания, и медицинский персонал не успевал справляться с новыми вызовами. В это трудное время в город прибыл представитель гуманитарной организации, предложивший помощь в организации медицинских пунктов и распределении ресурсов. Однако местные власти столкнулись с трудностями, не все были готовы работать вместе.
Конфликты между различными группами волонтеров и властями вспыхнули, когда начали возникать вопросы о справедливом распределении помощи и ресурсов. Нехватка еды и воды обострила ситуацию, и вскоре начались стычки за запасы. Некоторые жители стали агрессивно требовать свои права, что добавляло напряженности и хаоса. Недовольство нарастало, на улицах происходили спонтанные протесты. Люди требовали лучшего обращения и скорейшего восстановления. Каждый крик о помощи становился громче, и это усугубляло общую атмосферу страха и неопределенности. Повторные землетрясения, которые ожидались, держали всех в напряжении, убивая надежду на восстановление. Спасатели продолжали свою работу, но количество жертв продолжало расти. Каждый новый отчет о найденных телах или пострадавших становился тяжелым ударом для всех. Безнадежность заполняла сердца, а каждый день приносил новые испытания. Вопросы о будущем становились все более актуальными, и каждая секунда казалась решающей для спасения оставшихся под обломками. Ситуация в пострадавшем городе ухудшалась. На 6-й день после землетрясения стало очевидно, что критическая инфраструктура разрушена. Большинство больниц не функционировали, так как их здания были повреждены, а медперсонал испытывал физическое и эмоциональное истощение. Некоторые из них, работая без усталости, теряли сознание прямо на рабочем месте. Временные медицинские пункты, открытые в палатках, не могли справиться с потоком людей, нуждающихся в помощи. С каждым часом количество пациентов увеличивалось, и врачи начинали выбирать, кого лечить в первую очередь. Из-за разрушенных дорог и мостов спасательные службы столкнулись с серьезными трудностями при доставке гуманитарной помощи. Грузовики с продовольствием и медикаментами не могли добраться до отдаленных районов, и запасы начинали истощаться. Временные лагеря, где люди были вынуждены жить без нормальных условий, начали заполняться людьми, страдающими от голода и болезней. Многие жители, отчаявшись, пытались добраться пешком до ближайших пунктов помощи, но это тоже было опасно. На улицах оставались обломки, а новые трещины в земле угрожали дополнительными опасностями. По мере того, как ситуация ухудшалась, местные власти провели экстренное заседание, чтобы обсудить план действий. Однако из-за конфликтов между различными группами решение было принято не сразу. Каждый предлагал свои идеи, но не было возможности объединить усилия. Некоторые чиновники начали обвинять друг друга в неэффективности, что только усиливало напряжение в команде. В это время в одной из разрушенных кварталов жители начали создавать бригады самопомощи. Они объединились, чтобы восстановить линии электропередач и водоснабжения. Мужчины и женщины работали без усталости, используя подручные материалы для создания временных решений. Однако отсутствие технического оборудования и квалифицированного персонала усложняло ситуацию. Тем временем слухи о возможных новых толчках продолжали пугать людей, и многие не спали ночами, ожидая очередного удара стихии. Ситуация усугублялась, когда в одной из больниц вспыхнул пожар. Поскольку электрические системы были повреждены и аварийные выходы заблокированы, люди в панике пытались покинуть здание. Спасатели, которые только что прибыли на место, оказались в ловушке между попытками спасти пациентов и угрозой дальнейших разрушений. Пожарные машины не могли подъехать из-за обрушившихся конструкций. Огонь быстро охватил здание, и многие люди внутри были в опасности. На фоне этих ужасов информация о новых жертвах начала поступать. Местные жители сообщали о пропавших без вести. Каждый новый случай наполнял сердца горем и тревогой, и с каждым днем страх становился все более ощутимым. Власти начали осознавать, что без помощи извне ситуация не улучшится. Небо над городом затянулось серыми облаками, и многие начали предсказывать, что грядущие дожди могут вызвать дополнительные разрушения. На 7-й день после землетрясения в город прибыли международные спасательные группы, но их действия были ограничены из-за недостатка информации о ситуации на месте. Требовался четкий план, но его не существовало. Каждый новый день приносил вызовы, и жители находили в себе силы продолжать борьбу за выживание, несмотря на все преграды. На 8-й день после землетрясения международные спасательные группы начали прибывать в город в больших количествах. Специальные самолеты с гуманитарной помощью приземлялись на местном аэропорту, который все еще функционировал, несмотря на повреждения. Грузы с медикаментами, продуктами и оборудованием разгружались быстро, но распределение помощи оставалось хаотичным. На улицах царила паника, когда местные жители и спасатели пытались организовать процесс.
Каждый новый контейнер становился объектом борьбы, и иногда это приводило к столкновениям. На фоне этого в центре города произошел неожиданный поворот событий. Одна из групп спасателей обнаружила в обломках старого здания выжившего мужчину. Он оказался одним из рабочих, попавших под завалы во время землетрясения. Его состояние было ужасным, и когда его вытащили, он начал рассказывать о том, что произошло в момент катастрофы. Он упомянул о том, что в здании проводились незаконные работы, и что подземные толчки могли быть связаны с неправильным строительством. Эти откровения вызвали бурю эмоций среди спасателей и местных властей. Они немедленно начали проверять информацию и вскоре выяснили, что в последние месяцы в районе активно проводились работы, но не была получена необходимая документация и допуск на строительство. Это открытие стало шоком для всех, ведь оно могло объяснить, почему разрушения были такими масштабными. Местные жители начали обвинять власти в недостаточном контроле и несоответствии стандартам безопасности. Ситуация еще более накалилась, когда вышли на связь представители международных организаций. Они начали требовать расследования и ответственности за проведенные строительные работы. Протесты усиливались, и жители требовали справедливости, указывая на связь между коррупцией и катастрофой. Они требовали, чтобы виновные понесли наказание, и это стало важным моментом в их борьбе за восстановление. Тем временем на фоне этих событий новые толчки продолжали ощущаться, добавляя напряжение. Каждая новая тряска вызывала страх и панику среди жителей и спасателей. Врачи в палатках отчаянно пытались справиться с растущим числом пациентов, страдающих от стресса и физических недугов. Каждый новый отчет о жертвах поступал с увеличивающимся количеством имен. Число пострадавших достигало критической отметки, и многие в городе начали понимать, что не только физические разрушения, но и моральные травмы будут преследовать их в будущем. Между тем, международная поддержка стала приходить с новыми силами. Гуманитарные организации начали формировать группы, которые должны были не только раздавать материальные блага, но и предоставлять психологическую помощь тем, кто пережил катастрофу. Параллельно в городе начались обсуждения о необходимости создания нового механизма для контроля за строительством, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Наступал момент, когда жители начали осознавать, что их голоса могут быть услышаны. Обострение ситуации поднимало вопросы не только о восстановлении, но и о справедливости. Напряжение нарастало, и каждый новый день приносил новые вызовы, но вместе с тем и надежду на перемены. На 9-й день после землетрясения, когда подавляющее число жителей все еще находилось в состоянии шока, местные власти провели экстренное собрание с представителями международных организаций и активистами. Они обсудили планы восстановления города, которые стали необходимостью после катастрофы. Однако атмосфера была напряженной. Участники собрания осознавали, что восстановление потребует не только времени и ресурсов, но и изменений в системе управления. Собрание проходило в одной из оставшихся целыми школ. На стенах были видны следы разрушений, но это не остановило людей от обсуждения будущего. Местные жители, которые потеряли родных и все имущество, требовали не только быстрого восстановления, но и проведения расследования по поводу строительных норм и соблюдения правил безопасности. Важно было не только вернуть город к жизни, но и создать условия для предотвращения подобных трагедий в будущем. Важным моментом стало решение о создании независимой комиссии, которая займется расследованием всех деталей, связанных с незаконными строительными работами. Эта новость вызвала волну одобрения среди собравшихся, но также и недовольство у тех, кто боялся, что процесс затянется. Люди начали делиться своими историями, рассказывая о том, как они потеряли своих близких и как их дома были разрушены. Это привело к эмоциональным моментам, когда многие начали открыто плакать. Проблема стала более личной, и каждое слово добавляло вес к требованию о справедливости. Между тем в городе начали формироваться группы активистов, которые решили взять на себя ответственность за помощь в восстановлении. Они начали организовывать волонтерские бригады, которые должны были заняться очисткой улиц и разбором завалов. Некоторые местные бизнесмены, несмотря на свои потери, начали предлагать финансовую помощь и ресурсы для восстановления. Это придавало городу новую надежду, но реализация планов оставалась сложной задачей. На фоне этих событий международные организации начали предоставлять не только материальную помощь, но и экспертов, которые должны были помочь в разработке новых строительных норм.
Это стало важным шагом к тому, чтобы избежать повторения трагедий. Однако, несмотря на все усилия, многие жители оставались недовольными из-за медленного темпа восстановления и отсутствия информации о том, когда и как будут восстановлены их дома. В это время в город начали приходить новые сообщения о повторных толчках, что снова вызывало панику. Каждый новый шум заставлял людей бросаться на улицы, и это только усиливало стресс. Врачи продолжали работать с пострадавшими, и количество пациентов оставалось высоким. Многие жители начали заходить на платформы социальных сетей, чтобы выражать свои опасения и недовольство. Сообщения о том, что власти не справляются с ситуацией, становились все более громкими. Это время стало периодом не только для восстановления физической инфраструктуры, но и для изменения общественного сознания. Люди начали осознавать свои права и требовать от властей ответственности. Каждый новый день приносил новые вызовы, но вместе с тем и возможность для перемен. Надежда на восстановление постепенно укреплялась, но оставшиеся шрамы от катастрофы будут напоминать о том, что изменения действительно необходимы. Спустя 3 месяца после землетрясения город начал восстанавливаться. Улицы, некогда заваленные обломками, очищались, а новые здания возводились с учетом строгих норм безопасности. Многие жители по-прежнему жили в временных лагерях, но надежда на возвращение к нормальной жизни укреплялась. Местные власти организовали образовательные семинары, где обсуждали важность готовности к будущим землетрясениям. Люди собирались на местах, где когда-то стояли их дома, чтобы услышать от экспертов, как подготовить себя и свои семьи к новым угрозам. Брошюры с рекомендациями о создании безопасного дома стали доступны каждому. Обсуждения о создании системы раннего предупреждения привлекли внимание жителей, и они начали активно участвовать в этих процессах. В обществе начала формироваться культура безопасности. Школы внедрили занятия по подготовке к чрезвычайным ситуациям. Детские театры ставили спектакли о поведении во время землетрясений. Местные бизнесмены проводили тренинги для сотрудников, чтобы они знали, как действовать в нестандартных ситуациях. Каждый день приносил новые возможности для обучения и подготовки, и общество становилось более ответственным. Однако уроки трагедии затрагивали не только инфраструктуру и обучение. Местные власти столкнулись с вопросами коррупции, поднятыми в ходе расследования. Общественное мнение требовало ответственности. В результате произошли изменения в администрации, и новый состав начал активно работать над улучшением контроля за строительством. Эти шаги встречались с одобрением, но многие оставались скептичными. Не все последствия трагедии были видимыми. Психологическая поддержка стала такой же важной, как и восстановление зданий. Психологи и терапевты продолжали работать с жителями, помогая бороться с утратами и стрессом. Многие, пережившие катастрофу, находили утешение в группах поддержки, делясь историями и создавая сеть взаимопомощи. Это укрепляло сообщество и позволяло людям чувствовать себя менее одинокими в своих страданиях. Атмосфера надежды и перемен постепенно окутывала город, но оставшиеся шрамы напоминали о хрупкости жизни. Каждый новый день становился напоминанием о том, что мир может измениться в одно мгновение. Важность подготовки к будущим катастрофам осознал каждый житель, и это осознание стало основой для образования нового общества, готового к вызовам. К весне, когда на горизонте появились первые цветы, город не только восстановил свои физические основы, но и заново обрел свою идентичность. Люди научились ценить жизнь и заботиться друг о друге. Воспоминания о трагедии стали уроками, а не только шрамами. Город стал символом выживания, и жители поняли, что вместе могут преодолеть любые трудности. Каждый шаг вперед стал свидетельством их силы и единства, и этот урок будет передаваться будущим поколениям.